Что ты знаешь про этот город? Ну тут это, Катька-то. Невеликая? Великая. Невеликая. Это Катька невеликая. Ах, это Катька невеликая. А где великая? Великая жила в другом городе и в другое так время. назвали Катька невеликая? Это я так назвал. Ну какая она невеликая? Какая она великая, если она невеликая? Назвали же Екатерину. Ну так это на прихоти Петра. Какая разница? Ты ж меня тоже Волжской называешь. За глаза ее называли Портомойка. Приветствую вас, мои дорогие зрители. И вот после такой шутливой презентации мы и начнем наше небольшое путешествие. Итак, мы в городе со множеством легенд и реальными историями, которые, без преувеличения, повлияли на многие мировые события. И это Алуксне. Имя город менял несколько раз, и одно из самых известных – Мариенбург. А начнем мы нашу прогулку от лютеранской церкви Алуксне. Но прежде хочу упомянуть, чем же все-таки знаменит этот город. В этом городе жила Марта Скавронская. История о ее происхождении не имеет точных данных, но факт тот, что впоследствии никому неизвестная Марта Скавронская стала императрицей Великой Российской империи и вошла в мировую историю под именем Екатерины I. Также здесь хранится выдающийся раритет – первое издание Библии, переведенное на латышский язык Эрнестом Глюком. Церковь была построена в 1781-1788 годах под управлением римского архитектора Кристофа Хаберланда. Пройдя чуть далее, выходим на территорию поместья Священника, где находится еще один символ Алуксне. В парке поместья растут дубы, которым уже более 400 лет. А посадил их тот самый немецкий пастор Глюк, который с 1685 года в течение 4 лет тщательно переводил Библию с древнееврейского и греческих языков на латышский. Есть версия, что когда пастор закончил перевод Ветхого Завета, он посадил первый дуб, а второй появился в честь того, что был закончен Новый Завет. И что бы там ни говорили, а именно во времена СССР в 1985 году был установлен памятный камень в честь 300-летия перевода первой части Библии. И еще немного немаловажных фактов из жизни пастора. Как ни крути, а Глюк косвенно оказал влияние и на русскую историю. Его воспитанницей была будущая самодержица Марта Скавронская. Многие источники утверждают, что Марта была в прислуге у пастора, работая прачкой. Сейчас мы можем только предполагать, как там было на самом деле. Но скорее верно и то, и другое. Как и героиня сказки Шарля Перро, маленькая Марта, если отбросить все сентиментальные моменты, повторила историю Золушки. Ну а мы сделаем небольшую паузу, потому как пора и перекусить. Долго места искать не пришлось, но зашли очень удачно. Скажу вам так, все очень по-домашнему вкусно и уютно. И самое главное, что цены вполне демократичны. Но мы пойдем далее. А далее в самом сердце Алуксне, рядом с живописным озером, находится Алуксненский Новый дворец и прилегающий к нему усадебный парк. По итогам Северной войны имение, где был позже построен замок, перешло во владение Российской империи. После дворцового переворота, который привел к власти Елизавету Петровну, Мариенбург со всеми его окрестностями был в 1742 году пожалован Михаилу Илларионовичу Воронцову. А Воронцов, так ни разу не появившись на берегах Алуксненского озера, почти сразу подарок продал. Покупателем оказался Отто Герман фон Фитингоф. Самое интересное в этой истории то, что один из предков Отто Германа, Арнольд фон Фитингоф, еще в 1342 году был первым контуром Орденского островного замка. Есть легенда, что где-то здесь была закопана часть сокровищ тамплиеров, и что покупка была мотивирована именно этим. Хотя есть и другая версия судьбы зарытых здесь сокровищах тамплиеров, но об этом поговорим при следующем посещении Алуксне. И вот в середине 19 века тогдашний владелец имения барон Александр фон Фитингоф выстроил свою новую резиденцию, которую сейчас и называют Новый замок Алуксне.
Ну и последним хозяином дворца был барон Арнольд фон Фитингоф. В 1918 году он отправился в Германию, при этом не забыв забрать с собой часть интерьера замка и произведения искусства. Оренбург оставался во владении семьи Фитингофов до 1920 года и после земельной реформы был реквизирован государством. Ну а мы перенесемся, собственно, туда, где изначально и планировалась основная цель нашего путешествия. На противоположном берегу озера Алуксна сохранились развалины некогда колоритного замка-усадьбы Ласберга, которая также известна как Фианден. Усадьба упоминается еще в XVI веке, когда ее первым владельцем был рыцарь Бухол. В 1798 году поместье выкупил барон Иоганн Готлиб фон Вольф. Древний род балтийских немцев фон Вольф прибыл в Лифляндию из Нижней Силезии в 15 веке. И уже к началу 19 века семье фон Вольф принадлежало 35 поместьй на территории современной Латвии. Строительство усадебного дворца было начато в 1821 году по одной информации Эдуардом фон Вольф, которого правильно называть Эдуардом Генриховичем. И вот почему. Страстно влюбившись в подругу царской дочери Софью Потемкину, он обвенчался с ней, приняв ради жены православие. Правда, после свадьбы молодые жили в другом замке, но об этом будет рассказ другой истории о замках семьи Вольф. А вот и иная версия, что строительством замка занимался Эрнст Кристофор Александр фон Вольф, офицер российской армии, участник Отечественной войны 12 года. После завершения военной карьеры в чине полковника он удалился в свое поместье Фианден. Там в 1821 году для себя и своей семьи он и начал строительство дворца. Строительство дворца было завершено только в 1860 году. Последним владельцем усадьбы был Эдуард Борис фон Вольф, пастор, предприниматель и страстный любитель техники. Был расстрелян большевиками весной 1919 года. В середине 20 века в замке находился Дом культуры, а позже были квартиры и склад. Сейчас, как видим, здание сильно разрушено, а на территории усадьбы устроен гостевой дом. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.